Синтетический наркотик фентанил убивает жителей Эстонии. В 10-х годах Балтийскую страну захлестнула настоящая эпидемия. От употребления белого китайца, так называют фентанил, умирало больше людей, чем в автомобильных авариях. И на этом очень хорошо зарабатывали россияне. Сегодняшний рассказ о том, как мы смогли найти преступницу, наркодилера фентанилом, которую не смогла поймать полиция 27 стран Европы. И эта история каким-то невероятным образом связана с ноготочками. Today's your lucky day. Look around, kiddo. It's all yours. What? This? Yeah, you are now the owner of this fine establishment. Мы Transparency International Россия. Это наш второй ролик в цикле роликов об отмывании российских денег и неуловимых преступников. Прошлое видео было про парочку, которая легализовала в Австралии миллионы долларов, украденных у россиян и российских банков. Смотрите этот ролик по этой ссылке. Фентанил или белый китаец – это дешевый синтетический опиоид, который до 100 раз сильнее морфина и до 50 раз мощнее героина. Всего 2 мг фентанила, это примерно несколько крупинок соли, могут быть смертельными для взрослого человека. Это страшное вещество, очень быстро вызывает зависимость. С нелегальной фентаниловой сетью эстонская полиция боролась целых 15 лет. Они раскрывали дилера за дилером. И стало понятно, что белым китайцем в стране занимаются люди с русскими именами. Сырье тоже приходило из России, а готовили наркотик в лабораториях в Эстонии. Рыночные цепочки состояли из 8-10 человек. Фентаниловый барон Вова, Станислав Линдер, Дмитрий Палмица и другие десятки людей оказались на скамье подсудимых. В 2020 году Европол опубликовал список из 53 самых разыскиваемых преступников Европы, и среди фотографий убийц и торговцев людьми было вот это лицо. Знакомьтесь, это Наталья Котлярова, гражданка России, которая жила в одном из самых русскоязычных городов Эстонии – Котла-Järve. Ее заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за распространение белого китайца. Впервые Наталью арестовали с наркотиками еще в далеком 2002 году, когда ей было 18 лет. Тогда за приобретение или хранение вещества в небольшом объеме ее оштрафовали всего на 1500 крон. Через пару лет она снова оказалась на скамье подсудимых. За незаконный оборот наркотиков Наталья села на 2 года. Она вышла и в 2011 году снова села по той же статье. Ей дали 4,5 года тюрьмы, но отпустили на испытательный срок через 7 месяцев после того, как она оказалась в заключении. Уже в 2013 году Наталья больше не была обычным уличным дилером. О нет, она стала королевой фентанила. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Котлярова превратила свою квартиру в настоящий наркосклад. Она хранила там большие запасы наркотиков, фасовала его по пакетам, распределяла дозы между 12 торговцами и даже устраивала акции. Бесплатный фентанил за хорошие продажи. Интересно, проходила ли она какие-то бизнес-тренинги? Всего Наталья продала от 8 до 14 тысяч доз белого китайца на сумму порядка 120-220 тысяч евро. Страшно представить, сколько человек умерли от этого наркотика. Пока шло разбирательство, Котлярову освободили из-под стражи, и при первой же возможности Наталья уехала из Эстонии и потом исчезла. Просто растворилась, как будто ее никогда и не было. Но мы ее нашли. Как? Сейчас расскажем. Прежде чем нырнем в пучину этого расследования, давайте разберемся с одним важным термином. OSINT. Звучит как название новой криптовалюты, но на самом деле это аббревиатура от Open Source Intelligence или разведка на основе открытых источников. Представьте, что вы детектив, но вместо лупы у вас Google, а вместо допросов просмотр профилей в социальных сетях. А еще спутниковые снимки, публичные отчеты компаний, данные утечек и другие открытые данные. Вот это и есть OSINT, искусство находить иголку в стоге сена интернета. Что мы знаем про Наталью? На самом деле почти ничего. По факту у нас есть только имя, дата рождения, да и фотография из сайта Европола. Ну что же, работаем с тем, что есть. Берем фотку и загружаем ее в специальные сервисы, которые с помощью нейронок сопоставляют разные лица и пытаются найти максимально схожие. И представьте наше удивление, когда мы нашли очень похожую женщину в ВКонтакте и на странице некой Милы. Фотографии выложены в 2016 году, спустя 2 года после таинственного исчезновения Котляровой из Эстонии. Изучив список друзей этой Милы, мы находим женщину с уже знакомым именем, но другой фамилией – Наталья Орехова. В профиле нет фото с лицом, но это логично. Какой преступник в розыске будет так светиться? Вряд ли у Пабло Эскобара мог быть Инстаграм, где он бы выкладывал фоточки с друзьями. К счастью, своим подружкам
Наталья этого не объяснила. Подозрительная Наташа – европейский мастер ногтевого сервиса в Кингисеппе. Это такой город в России, всего в 25 минутах езды от границы с Эстонией и в 1,5 часах езды от Котлаярви, где жила и промышляла Котлярова. От королевы фентанила до королевы маникюра. Неплохая смена карьеры, не правда ли? Но как мы поняли, что это наша подозреваемая? Смотрим на дату рождения Ореховой и на дату рождения разыскиваемой Котляровой. Совпадает? Отлично. А еще у Ореховой на страничке есть номер телефона. Друзья, на секунду вас отвлеку важным напоминанием. Нравится то, что мы делаем? Хотите отблагодарить нас? Это несложно. Все, что вам нужно, это поставить лайк к этому видео, написать комментарий, ну и, конечно, подписаться, если вам это интересно. Продолжаем. Наконец, пробиваем номер Ореховой через сервисы утечек ВКонтакте. И барабанная дробь, пожалуйста. Обнаруживаем, что один из номеров зарегистрирован Наталью Котлярову. Любопытно, что на странице указано, что Наталья училась в эстонском центре делового администрирования. Кто бы мог подумать, что навыки бизнес-администрирования пригодятся в управлении сетью наркодилеров. Хотя, если подумать, любой бизнес — это про управление ресурсами и людьми. Не так ли? Вот так, используя только открытые источники, мы нашли человека, которого не мог найти весь Европол. И теперь любой желающий может записаться к ней на ноготочки. This is the nail salon, right? I take your dirty money and I slip it into the salon's nice, clean cash flow. That's called layering. Final step, integration. The revenues from the salon go to the owner. That's you. Your filthy drug money has been transformed into nice, clean, taxable income brought to you by a savvy investment in a thriving business. Непонятно, как Наталья Котлярова ушла от ответственности и куда дела заработанные на страшные наркотики деньги. А у нее было в переводе на сегодняшние рубли от 11 до 21 миллиона. Большой вопрос. Что заставило эту женщину делать ноготочки? Необходимость отмыть деньги? Или она уже просто промотала нечестно заработанные миллионы? Например, купив недвижимость, которую конфисковала эстонская полиция. Эта история показывает, что в мире информации детективом может стать абсолютно каждый. Подписывайтесь, чтобы узнать следующую криминальную историю про россиян, российские деньги и их отмывание. А в комментариях поделитесь впечатлениями и догадками, почему Европол решил отстать от Натальи Котляровой. До скорых встреч!